В конце 17 века голод и болезни захватили Ирландию. Эти беды не обошли стороной и маленький северный городок Лурган. У местного врача Джона Маккола заболела жена. Неизвестная лихорадка очень быстро лишила ее сил. Марджери умерла, а ее супруг остался вдовцом с детьми. Чтобы предотвратить распространение загадочной болезни, в тот же день Джон похоронил ее на местном кладбище. На руке умершей женщины было дорогое кольцо, о чем сразу узнали воры. Как только стемнело, двое мужчин пробрались на кладбище, чтобы украсть драгоценность трупа мертвой женщины. Раскопав могилу, первый вор попытался снять кольцо, но пальцы Марджери к тому моменту уже окоченели. Тогда он перерезал палец ножом, а спустя мгновение он в ужасе отпрянул. Женщина, которую похоронили несколько часов назад, вдруг открыла глаза. Она смотрела на грабителей пустым взглядом, а через несколько секунд села в своем гробу. Воры не могли двинуться с места, их сковал ужас. Марджери смогла выбраться из могилы, ее одежда, волосы и лицо были в земле и в крови из-за перерезанного пальца. Весьма уверенно она шла по ночному кладбищу, точно знала, куда идет. В это время Джон Маккол был дома с детьми. Он оплакивал свою жену и не знал, как ему жить дальше. Ему было вдвойне больно от того, что он, врач, ничем не смог помочь Марджери. За окном было темно, как вдруг кто-то постучал в дверь. Вдовец сначала подумал, что ему показалось. Снова раздался громкий стук. На этот раз Джон пошел открывать, мало ли кому-то нужна его врачебная помощь в столь поздний час. Отворив дверь, он увидел свою похороненную супругу, которая стояла перед ним, как живая. Мужчина не мог поверить своим глазам. Как такое вообще возможно? Джон не верил в мистику, врачи опираются только на науку. Марджери устало улыбнулась мужу и вошла в дом. Ее муж, не выдержав шока, умер на месте от разрыва сердца. Воскрешение женщины не было чудом. С ней случилось то, что в медицине называют синдромом Лазаря. Этот феномен происходит, когда сердце человека, которого уже признали умершим, вдруг начинает биться после безуспешной и длительной реанимации. Впервые это состояние описали в 1982 году, а синдромом Лазаря его назвали лишь в 1993. Однако в конце 17 века врачи даже не подозревали о чем-то подобном, да и уровень медицины был гораздо ниже. Поэтому женщину признали умершей и похоронили, а к жизни ее вернул тот момент, когда вор начал резать ей палец. Возможно, сложно поверить в то, что эта история случилась на самом деле. Однако историк из Лургана Джим Конвей утверждает, что тот случай был реальным. Марджери снова вышла замуж и родила еще несколько детей. Говорят, ее первого мужа похоронили в той же могиле, которую он днем ранее выкопал для нее. Женщину захоронили второй раз рядом с супругом. История про воскрешение Марджери Маккол привлекала множество туристов в Лурган. В XIX веке по решению властей на местном кладбище установили камень, надпись на котором гласит «Марджери Маккол». Женщина, которая прожила одну жизнь, а была похоронена дважды. Этот единственный недатированный камень на кладбище давно стал местной достопримечательностью. Аналогичные случаи с ожившими женщинами происходили и в других странах Европы. Например, в 1357 году в Германии воскресла преждевременно похороненная Рихмодис фон Адухт, умершая во время эпидемии бубонной чумы. В Англии XVIII века так похоронили графиню Маунт-Эджкамби. Похожие случаи происходили и во Франции, в Италии и Нидерландах. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.